Здравствуйте, дорогие рукодельницы, мои любимые подписчики и гости канала. Я сегодня замахнулась на дрезденскую тарелку. В первую очередь надо понимать, что это и пэтчворк, и аппликация вместе. И требуется бумажный шаблон. Я сложила лист А4. Вы видели, я длинным краем складывала четверо. Теперь я отмеряю от кончика острова 5 сантиметров, а потом от этой метки 13 сантиметров с обеих сторон. С этим шаблоном у меня получится 16-лепестковая дрезденская тарелка. И чтобы вы понимали, вот эти вот размеры, они произвольные. Все равно, сколько вы отложите. Хотите, чтобы отверстие в середине было побольше, делайте больше. Хотите, чтобы поменьше, делайте меньше. Точно так же длину вот этого лепестка у меня 13 сантиметров. Вы можете делать 10 или 15 или 18. Просто продолжайте дальше эту линию, и у вас получится тот размер, который вы хотите. Самое главное, как правильно сложить бумагу. Вот в 4 раза, чтобы получилось 4 одинаковых сектора из одного листа А4. Вот этот бумажный лепесточек – это то, что у нас должно получиться в результате. А сейчас я вырезаю из картона шаблон, чтобы вырезать из ткани такие же лепестки, но с припусками. Так как я планирую эту тарелку делать вручную, то припуски делаю побольше. Для машинки можно делать поменьше. Следствие берем любые обрезки ткани, которые у нас остались от каких-то предыдущих проектов. И берем наш шаблон, обводим его по ткани. Я вот маркером обвожу, смывающимся, и вырезаем. После того, как я вырезала необходимое число 16 лепестков, я беру свой вот этот бумажный шаблончик, которых я тоже сделала 16 по количеству своих лепестков. И вот так вот, можно утюгом загладить, можно не заглаживать. Я вот, допустим, заглажу, чтобы мне удобнее было. И еще что можно? Можно приколоть булавочкой. Я показываю для ручной сборки, но вы имейте в виду, что то же самое, те же самые шаблоны, все то же самое можно делать и для машинной сборки. Вообще у этого лоскутного блока есть история. Изначально были фарфоровые тарелки японские, хризантемы, традиционно 16-лепестковые. Потом стали такие тарелки делать в Дрездене, а уже потом американские рукодельницы это все дело увидели, разложили на сектора, на части и придумали вот такой вот лоскутный блок, дрезденская тарелка. Кстати, если вам в дорогу куда-то или где-то долго придется ждать, не знаете, как время провести, вот наделали заранее таких заготовочек. И сидите, шейте. И с пользой дело и время убьете. Если вы решили сшить блок дрезденская тарелка на машинке, но с закругленными краешками, вырезаем также по шаблону для ткани. Потом я вот по этому шаблону вырезала, вот можно из любой ткани, но я вырезала из флизелина на клеевой основе. И я клеем вверх кладу, клеющей стороной. И теперь вот свой шаблончик, вот этот, который у меня, что должно получиться в результате. И я просто провожу, где у меня будет строчка. Вот так. Скалываю. И вот так вот прострачиваю. Прострочила. Делаю надсечки, чтобы у меня все удобно и красиво выворачивалось. И выворачиваю. Как любые аппликации я вам показывала, так можно делать. Хорошенько разравниваю, чтобы у меня ничего лишнего не выступало. И заглаживаю. Флизелин прилип и немножечко еще уплотнил краешек. А теперь вот другие, которые у меня будут лепесточки, я также сделаю и просто сошью их между собой. И все, будет у меня дрезденская тарелка. Это вот для круглых кончиков, для машинки. И если даже у вас нет клеевой ткани, вы любой тканью можете так сделать, и все равно это будет хорошо. Краешек будет обработан. После того, как все лепестки мы обшили, берем, складываем лепесточки вот этими уголочками друг к другу и потайным стежком сшиваем. Нитки, конечно, лучше брать в тон,
Но я взяла белые, чтобы лучше было видно вам. Вообще я читала, что американские квилтеры, рукодельницы, использовали вот не такие бумажки, как я, А4, да, листочек, а газету использовали для таких блоков. И даже они оставляли ее внутри после сшивания. Видимо, считали, что так теплее будет. А может, просто ленились, не заморачивались с вытаскиванием бумажек. И по этим газетам теперь определяют возраст одеял старинных. Ну, не знали тогда, что в типографской краске свинец использовался, и это очень вредно. Вот таким образом, получается, у нас наши лепесточки сшиты. И после сшивания их хорошенько отглаживаю, чтобы все вот эти вот шовчики лежали хорошо. Ну, я имею в виду после сшивания всех сегментов. И вынимают наметку. Сняли наметку, вынули бумажки, и можно пришивать. Если вручную, то потайным стежком к основе. Если на машинке, то на машинке. Можно использовать декоративные строчки. Если вы там какой-то делаете синтепон там, или какой-то утеплитель, уплотнитель, то можно их и простегать красиво как-нибудь. Но я здесь не буду на этом останавливаться. Я хотела показать вам, какие есть варианты использования вот этих сегментов для аппликаций, и это не обязательно будет тарелка или круг. То есть, например, вот можно вот так вот сделать бабочку, можно 3 лепестка использовать, можно 4, это уже на ваше усмотрение. Ну, вышить тут усики, и вот вам бабочка. Или вот такой вариант, можно зонтиков наделать. Для ручки можно шнурок какой-то плоский взять. Или, если, допустим, одни красные сюда детали, то мухомор какой-то получается. Половину тарелки можно использовать для дорожки на стол, вот для краев. Сама дорожка прямоугольная, а края закругленные. Вот эти срезы, которые у нас остались, вот, да, только не закрытые, они закрываются вот таким же кружочком, который вы тоже делаете в виде аппликации, либо вручную, либо вот тем методом, который я показывала в своем видео, аппликации любой сложности, там на машинке, легко и быстро. Я ссылочку обязательно оставлю на это видео. Обметали, прогладили, снимаем наметку полностью всю аккуратненько. Вынимаем бумажку, опять отглаживаем все. Готово. А я тем временем сшила все свои лепестки и снимаю наметку. Я их все расположила как радугу. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Бумажки, если честно, сами вываливаются в процессе. Ну, где не вывалились, там я сама вытаскивала. Дальше прикалываю свою тарелку к той ткани, которой я буду, ну, все выравниваю, чтобы все лежало хорошо. Все ровненько, хорошо. И можно пришивать. Ну, в древние времена пришивали вручную потайным стежком. Но я не буду себя мучить. Пришью обычно на машинке. Я думаю, что я вот так вот по лепесткам прямую строчку буду делать, а потом зигзагом. Ну, посмотрю. Кружочек в центре я сделала вот такой вот, как фон. Кстати, можно сколоть еще и повторно вот пониже лепестки, потому что, ну, чтобы это все удобнее было пришивать. Я думаю, что не помешает. Будет лучше лежать, легче пришиваться. Посмотрите, что получилось у меня в результате. На самом деле я все-таки решила все зигзагом прошить, все лепестки. А вот здесь вот это я декоративные строчки у меня на машинке такими треугольничками. Ну, типа вышивки. Ну, такая плотная получилась строчка, что я прямо как будто прибила этот кружок в центр. Это с круглыми лепесточками. Дрезденская тарелка. В следующем видео я буду показывать, как делать дрезденскую тарелку с острыми лепесточками. По-моему, очень симпатично получилось. Мне нравится моя новая подушка. Надеюсь, что понравится и вам.
Если вы еще не подписаны, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, пишите комментарии. И спасибо всем, кто досмотрел до конца.